может ли искусственный интеллект шутить? Ну, по-настоящему. Не просто складывать слова по какому-то шаблону, а понимать, в чем, собственно, соль шутки. Это, пожалуй, один из самых сложных тестов для ИИ. И вот сегодня мы как раз и разберемся, проходит ли он его. Мы уже привыкли, что нейросети рисуют картины, пишут код, ведут осмысленные диалоги. Но юмор — это ведь совсем другое дело. Это такая тонкая материя, которая требует понимания контекста, культуры, а иногда и полного абсурда. Так сможет ли ИИ покорить и эту вершину? Давайте начинать наше расследование. И на первый взгляд кажется, что ChatGPT справляется просто блестяще. Вот, пожалуйста, шутка, которую он сгенерировал. Звучит остроумно, правда? Игра слов, правильная структура — все на месте. Вроде бы перед нами настоящий комик. Но вот тут и возникает главный вопрос. Одно дело воспроизвести какой-то удачный шаблон, и совсем другое — по-настоящему понимать суть, улавливать культурные отсылки и ту самую абсурдность, которая и вызывает у нас смех. И чтобы разобраться в этом, мы не будем гадать на кофейной гуще. Наш анализ основан на реальном научном исследовании. Ученые решили докопаться до сути и как следует проверить чувство юмора у ChatGPT. И выводы, к которым они пришли на тот момент, оказались, мягко говоря, неожиданными. Итак, первая улика. Исследователи начали с самого очевидного — с проверки креативности. Ведь если модель действительно творит, то и шутки у нее должны быть разными, так ведь? Эксперимент был простым, но очень показательным. Они просто завалили нейросеть с запросами. От вежливого «расскажи шутку, пожалуйста» до прямого «хочу анекдот». Цель была одна — собрать как можно больше материала и посмотреть, насколько широк репертуар у этой машины. В общей сложности они получили 1008 ответов. Казалось бы, огромное поле для творчества. Но вот реальность оказалась куда скучнее. Когда исследователи проанализировали все эти ответы, выяснилось, что подавляющее большинство из них — это просто вариации всего лишь 25 одних и тех же шуток. Вот, посмотрите на эту диаграмму. Больше 90% всех сгенерированных шуток — это один и тот же заезженный набор. Это отлично показывает, вместо безграничного креатива мы видим просто хорошо отработанный, но очень ограниченный репертуар. Так что вот она, первая улика. ChatGPT не придумывает шутки на лету, он просто воспроизводит то, что уже где-то видел, скорее всего, в своих обучающих данных. Так что креативность оказалась просто иллюзией. Ну хорошо, с генерацией все понятно, а что насчет понимания? Исследователи перешли ко второму этапу. Они попросили ChatGPT объяснить, почему его же шутки смешны, а потом подкинули ему задачку похитрее. И вот тут началось самое интересное. Когда ChatGPT объяснял настоящую шутку, он очень точно находил игру слов. Все по делу. Но когда ему подсунули полную бессмыслицу, он не сказал «извините, я не понимаю, что это». Нет, он с абсолютно уверенным видом придумал несуществующую логику, чтобы объяснить то, чего нет. И это вторая важнейшая улика. ChatGPT не понимает, он симулирует понимание. Он просто следует шаблону, как нужно объяснять шутку, даже если объяснять-то и нечего. Это очень похоже на студента на экзамене, который не знает ответа, но пытается говорить что-то умное и убедительное. Ну а теперь мы подходим к кульминации нашего расследования. Ученые решили пойти до конца и выяснить, что именно для ChatGPT является шуткой. Для этого они буквально разобрали ее на составные части. Оказалось, что для ChatGPT шутка — это, по сути, рецепт из 3 ингредиентов. Почти все его удачные примеры имели четкую структуру вопрос-ответ, содержали каламбур и описывали какую-то абсурдную ситуацию. И вот дальше начался, пожалуй, самый изящный этап эксперимента. Исследователи стали менять этот рецепт. Они брали настоящую шутку и убирали из нее то игру слов, то структуру вопрос-ответ, то абсурдную тему, а потом каждый раз спрашивали у нейросети: «Ну что, это все еще шутка?» Результаты говорят сами за себя. Просто посмотрите на эти цифры. Когда все 3 ингредиента на месте, 100% распознавание, все отлично. Убираем всего один компонент, и уверенность нейросети падает до 40%. А если остается только один, например, формат вопрос-ответ, но без каламбура и абсурда — 0. В 100% случаев ChatGPT говорит: «нет, это не шутка». И это ключевой момент. Для него шутка — это не смысл, а форма. Он не смеется над абсурдом ситуации, а просто ставит галочки напротив знакомых ему признаков. Так, каламбур есть, структура есть, значит, это шутка. Так что же мы имеем в итоге? Все улики собраны, и теперь картина становится предельно ясной.
Это исследование юмора на самом деле говорит нам о чем-то большем, о самой природе современных нейросетей. Они великолепно имитируют, симулируют человеческое поведение, будь то написание текста или объяснение шутки, но за этой имитацией не стоит сознательного понимания. Наверное, это самая точная формулировка. ChatGPT — это не стендап-комик-импровизатор. Это скорее такой лингвистический аналитик, который досконально выучил один единственный жанр анекдотов. И в этом, собственно, и заключается финальный вывод самих исследователей. На момент их работы в 2023 году искусственный интеллект, конечно, сделал гигантский скачок, но юмор, вот эта тонкая многогранная часть человеческого разума, все еще оставался для него неразгаданной тайной. И это хорошо напоминает нам, что за самой впечатляющей симуляцией все еще скрываются фундаментальные различия между человеческим и искусственным интеллектом.